Урок 1. Чудеса природы. Привет, Анна. Ты в последнее время много гуляешь на свежем воздухе. Вы это знаете. Мне нравилось все время, проведенное на природе. Это круто. Какими видами активного отдыха вы занимались? Всего понемногу, походы, наблюдение за птицами, даже садоводство. Садоводство, да. Наверное, это очень полезно. Так оно и есть. В том, чтобы залезать руками в землю, есть что-то очень полезное. Могу себе представить. А как же походы и наблюдение за птицами? Они тоже были замечательными. Здесь так спокойно и омолаживает. Готов поспорить. Погружение в природу должно действительно питать вашу душу. Совершенно верно. Это напоминает мне о том, как Дарвин был так очарован миром природы. Ах да, я помню, как узнала об этом. Разве он не был очарован всем этим во время учебы в университете? Именно так. Он постоянно исследовал и наблюдал за чудесами природы. Это так круто. Понимаю, почему это было бы бесконечно интригующе. Определенно. Здесь есть что открыть для себя и оценить. Мне очень нужно вернуться к тому, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе. Звучит очень приятно. Урок 2. Античные сокровища. Привет, Анна. Вы в последнее время занимались охотой за антиквариатом. Вы это знаете. Я обыскивал блошиные рынки и занимался продажами недвижимости. Это так круто. Какие сокровища вы нашли? Всякие удивительные вещи, винтажная мебель, старые фотографии, даже крутые старые книги. Книги, да. Это должно быть увлекательно открывать для себя. Определенно. Это все равно, что владеть частичкой прошлого и соединиться с ней. Могу себе представить. История этих антикварных предметов должно быть очень интересна. Совершенно верно. У каждого предмета есть своя история, если бы стены могли говорить. Это очень хороший способ подумать об этом. Как будто вы раскрываете скрытые истории. Именно так. Это все равно, что быть археологом, но для предметов повседневного обихода. Отличная аналогия. Бьюсь об заклад. Это сделает охоту еще более увлекательной. Определенно. Острые ощущения от поисков и радость открытия. Это затягивает. Понимаю, почему. Наверное, очень приятно находить эти уникальные произведения. Это действительно так. И самое приятное то, что нет двух одинаковых антикварных предметов. В этом вся прелесть. Каждый из них — уникальное сокровище. Урок 3. Кулинарные хитрости. Привет, Анна. Ты слышала какие-нибудь хорошие кулинарные цитаты в последнее время? Вы это знаете. Я коллекционировал настоящие драгоценные камни. А, расскажи. Я всегда ищу интересные кулинарные мудрости. Секретный ингредиент — это всегда любовь. Это одно из моих любимых. Мне это нравится.
Это правда, что страстная кулинария действительно меняет мир к лучшему. Совершенно верно. Вот еще одна фраза. Кулинария похожа на любовь, в нее нужно ввязываться заброшенно. Ха-ха, мне это нравится. Готовим без раздумий. Вот как это сделать. Именно так. И еще одно. Диетическую пищу можно есть только в ожидании приготовления стейка. Теперь я могу опереться на эту цитату. Не экономьте на хорошей еде. Верно. Жизнь слишком коротка для сытных и скучных блюд. Аминь этому. Итак, где я могу найти больше этих забавных кулинарных цитат? В интернете их масса. Pinterest, кулинарные блоги и даже просто поиск кулинарных цитат. Отлично. Мне определенно придется покопаться. Мне нужно расширить свои кулинарные знания. Конечно, кулинарное вдохновение может исходить из самых странных мест. Я выпью до этого. Или, наверное, приготовлю до этого. Не могу дождаться, когда начну собирать кучу классных цитат. Урок 4. Сетевые подключения. Привет, Анна. Тебе удалось собрать много визиток на конференции. Готов поспорить. У меня так много отличных связей, что мой кошелек практически лопнул. Приятно, приятно. На таких мероприятиях главное – нетворкинг, не так ли? Совершенно верно. Я всегда стараюсь найти хотя бы несколько многообещающих потенциальных клиентов. Абсолютно. С какими людьми вы в итоге разговаривали? Что ж, было несколько потенциальных партнеров, которые мне очень понравились. И я познакомился с замечательным графическим дизайнером, который, возможно, сможет помочь мне с моим А, сайтом. это круто. Мне очень нравится, когда эти случайные встречи превращаются в реальные возможности. Определенно. Я даже обменялся картами с несколькими конкурентами. Знаешь, всегда приятно быть в поле зрения друг друга. Умный ход. Дружеская конкуренция может быть очень ценной. Именно так. Кроме того, вы никогда не знаете, когда в будущем может начаться сотрудничество. Совершенно верно. Получали ли вы какие-либо полезные советы или идеи от людей, с которыми вы общались? Ах да, тонны. Я все обдумываю, но в нем было много мудрости. Это самые лучшие. Конференции – это как золотая жила для новых идей и перспектив. Абсолютно. Я записал кучу заметок, чтобы просмотреть их позже. Не могу дождаться, когда смогу применить некоторые из этих знаний на практике. Приятно, приятно. Что ж, если что-то из этих новых знакомств превратится в нечто грандиозное, вы должны сообщить мне об этом. Урок 5. Загадка комфорта. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала носить утяжеленное одеяло? Утяжеленное одеяло. Нет, не могу сказать, что да. В чем все дело? Чувак, они потрясающие. Это как большое тяжелое одеяло, которое должно помочь вам расслабиться и лучше спать. Ага, интересно. Я слышала о них, но никогда ими не пользовалась. Как это работает?
Предполагается, что вес успокаивает и помогает уменьшить беспокойство. По-видимому, он стимулирует рецепторы глубокого прикосновения к давлению. Звучит неплохо. В последнее время у меня проблемы со сном. Возможно, мне стоит попробовать. На самом деле это меняет правила игры. Я купил его несколько месяцев назад, и он стал настоящим спасением. Приятно, приятно. Где вы его вообще нашли? Не думаю, что я видел их в обычных магазинах. Вы можете найти их в интернете. Множество разных брендов и весов на выбор. Приятно знать. Мне придется разобраться в этом. С каким весом ты пошел? У меня есть 15-фунтовая. Сначала мне потребовалось немного привыкнуть, но теперь я в восторге. 15 фунтов, да. Звучит довольно тяжело. Вы когда-нибудь чувствовали, что на вас ложится тяжесть? Нет, совсем нет. На самом деле это очень удобно. Такое ощущение, что тебя нежно обнимают всю ночь. Ха-ха, хорошо, звучит неплохо. Возможно, для начала я попробую 10-фунтовую. Да, наверное, это хорошая идея. Понимаете, нужно облегчить себе жизнь в тяжелом одеяле. Урок 6. Гастрономические деликатесы. Привет, Анна. Хочешь сегодня поужинать? Ужин звучит неплохо. Вы имеете в виду какой-то конкретный ресторан? На самом деле, я подумала, что мы могли бы попробовать новое заведение, которое только что открылось в центре города. Тот, который получил восторженные отзывы. Я давно хотела это проверить. Да, именно так. Я слышала, что еда потрясающая, а атмосфера очень классная. Милая, давайте сделаем это. Какое время лучше всего подходит для вас? После 19 часов я свободен. А как насчет 8 часов? Это должно дать нам достаточно времени, чтобы насладиться едой. 8 часов отлично работает. Мне очень не терпится попробовать это новое место. То же самое и здесь. Все будет отлично. Пойдем в повседневную одежду или немного нарядимся. Я бы сказала, что лучше всего подойдет непринужденная обстановка. Понимаете, здесь прохладно и комфортно. Да, определенно. Не хотите, чтобы в новом ресторане было слишком душно, верно? Именно так. Значит, это непринужденная обстановка. Не могу дождаться, когда увижу, какая у них кухня. Я тоже. Я слышала, что это похоже на слияние разных стилей, и это должно быть интересно. Еда в стиле фьюжн – моя любимая. Это будет прямо у меня в переулке. Отлично. Я рад, что вы в восторге от этого. Несомненно, это будет веселый вечер. Урок 7. Природа завет. Привет, Анна. Вы в последнее время бывали в хороших национальных парках. Знаете, я собирался посетить несколько новых парков. Здесь есть что-нибудь, что стоит посмотреть. На самом деле, есть. Есть одна из них под названием «Зеленая долина», о которой я много слышал. Зеленая долина. Не думаю, что я об этом слышал. Каково оно? Насколько я знаю,
Здесь есть очень живописные пешеходные тропы и красивые природные пейзажи. Звучит как раз в моем переулке. Мне нравится гулять на природе. То же самое и здесь. Предполагается, что тропы идеально подходят как для обычных прогулок, так и для более сложных походов. Отлично. Это именно то, что я ищу. Легко ли добраться из города? Да, до него всего около 45 минут езды, так что до него очень легко добраться. Потрясающе. Это идеальная однодневная поездка. Когда вы сможете его посетить? А как насчет этих выходных? Погода должна быть великолепной. Звучит неплохо для меня. Я свободен и в субботу, и в воскресенье, поэтому мы можем проявить гибкость. Отлично. Тогда давайте будем снимать в субботу. Мне не терпится исследовать тропы вместе с вами. Мне тоже. Будет очень весело. Я принесу закуски для похода. Отлично. Я устрою нам небольшой пикник. Это будет потрясающее приключение. Урок 8. Переговоры по контрактам. Доброе утро, Анна. Вы ознакомились с контрактом нового клиента. У меня есть, и я думаю, нам следует запросить оговорку о ежегодном пересмотре цен с учетом инфляции. Хорошая мысль. Это поможет защитить нас от роста расходов в долгосрочной перспективе. Именно так. Я предполагаю, что они захотят сохранить цены фиксированными, но мы должны настаивать на этом. Конечно. Инфляция действительно может снизить нашу маржу, если мы не будем ее учитывать. Совершенно верно. Как вы думаете, что было бы справедливым процентным ростом каждый год? Я бы сказал, что для покрытия типичной инфляции было бы разумно примерно 3–5%. Звучит примерно правильно. Не так уж и много, чтобы отпугнуть их, но достаточно, чтобы обеспечить нам прибыль. Согласовано. Нам также следует попытаться добиться от них согласия на пересмотр этого документа в начале каждого года. Отличный звонок. Таким образом, мы сможем обеспечить соответствие фактического уровня инфляции. Да, гибкость играет ключевую роль. Зафиксированное повышение ставки может в конечном итоге навредить нам. Определенно. Я обязательно включу это в присланные нами изменения. Идеальный. Как вы думаете, что еще нам следует включить в контракт? Может быть, пункт о пересмотре условий переговоров в случае неожиданного роста инфляции. Отличная идея. Это может помочь нам в том случае, если с экономической точки зрения дела пойдут совсем сумасшедшими. Урок 9. Изучение тонущего Мертвого моря. Привет, Анна. Вы видели последние новости о Мертвом море? Нет, что с этим происходит? Мне показалось, что вода в этом водоеме довольно стабильна. Судя по всему, оно продолжает опускаться с угрожающей скоростью, более 1 метра в год. Ух ты, это безумие. Я и не подозревал, что оно так быстро падает. В чем причина этого? Что ж, главный виновник, по-видимому, заключается в отводе воды из реки Иордан. Я вижу, что уменьшение количества воды приводит к тому, что Мертвое море буквально сжимается.
Именно так. И, по прогнозам, она может опуститься еще на 400 метров, прежде чем стабилизируется. 400 метров. Это безумие. В этот момент это будет похоже на огромную воронку. Не шучу. Это уже самая низкая точка на Земле, и это сделает ее еще более экстремальной. Невероятно. Интересно, каково будет воздействие на окружающую среду, если она будет продолжать тонуть? Да, это очень беспокоит. Береговая линия уже быстро отступает. Верно. И это разрушает хрупкую экосистему Мертвого моря. Определенно. Кроме того, все воронки, образующиеся вдоль берега, действительно опасны. Совершенно верно. Это кризис, требующий неотложного внимания со стороны природоохранных агентств. Конечно. Обидно видеть, как такое уникальное чудо природы исчезает. Урок 10. Обсуждение существа дел с участием присяжных. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Что вы думаете о судах присяжных и судебных разбирательствах? Это интересная юридическая тема. Обычно я предпочитаю суды присяжных. Думаю, что решение по делу будет более справедливым, если дело решает группа Да, коллег. я вижу в этом привлекательность. Вам не кажется, что на судью могут повлиять эмоции или предубеждения? Это правда, но я боюсь, что судья может быть слишком оторван от человеческого фактора в деле. Хорошие замечания. Жюри может привнести в процесс больше сочувствия и общественных ценностей. Именно так. И есть что сказать в пользу коллективной мудрости присяжных, а не одного судьи. Определенно. Хотя я думаю, что суды присяжных также могут быть более непредсказуемыми и подверженными противоречиям. Это справедливая критика. Судьи более опытны и могут применять закон более последовательно. А выбор жюри может быть сложным, никогда не знаешь, какие предубеждения могут быть у присяжных. Верно. Но, по крайней мере, в случае с участием присяжных, бремя принятия решения лежит не только на плечах одного человека. Хорошие замечания. В каком-то смысле разделение этой ответственности между 12 людьми кажется более справедливым. Совершенно верно. А суды присяжных дают общественности более прямое право голоса в судебном процессе. Вы приводите веские аргументы. Я вижу достоинство обоих подходов. Это непростое решение. В самом деле, это сложный вопрос, на который нет однозначного правильного ответа. Мне интересно узнать ваше мнение. Я немного разозлилась. Я вижу логику как в судах присяжных, так и в судебных разбирательствах. Урок 11. Изучение местной гастрономической сцены. Доброе утро, Анна. Заходили ли вы в какие-нибудь новые рестораны, которые открылись здесь в последнее время? Знаете, у меня еще не было возможности попробовать ни одну из них. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Что ж, я слышала, что новое итальянское заведение на соседней улице действительно хорошее. Судя по всему, здесь готовят потрясающую пасту карбонара. Звучит очень вкусно. Я всегда в настроении попробовать настоящую итальянскую кухню. То же самое и здесь. А что насчет нового ресторана в стиле фьюжн, расположенного в нескольких кварталах?
Мне интересно узнать, какие у них блюда в стиле фьюжн. Фьюжн, да. Это может быть очень интересно. Я большой любитель пробовать новые и уникальные сочетания блюд. Определенно. Меня особенно заинтриговало, по слухам, сочетание тайских и мексиканских вкусов. Тайский и мексиканский. Это неожиданное сочетание, но держу пари. Оно работает на удивление хорошо. Верно. Мне не терпится увидеть, как у них это получится. Вы заметили, что появились еще какие-нибудь новые точки? Теперь, когда вы об этом упомянули, я услышала, что рядом с парком только что открылся новый суши-бар. Суши, да. Это может стать отличным дополнением к более тяжелой и комфортной еде. Совершенно верно. Иногда вы просто жаждете чистого, освежающего вкуса высококачественных суши. Конечно. А в парке будет отличная атмосфера, чтобы насладиться суши. Определенно. Скоро я добавлю это в свой список мест, который стоит попробовать. А как же вы? Есть ли другие закусочные на вашем радаре? Дай мне подумать. Я слышала, что появился новый гастропаб, который вызвал настоящий ажиотаж. Урок 12. Приключения в классе. Хорошо, Анна, готова к новому дню в школе. Готов поспорить. Я с нетерпением жду нашего урока истории сегодня днем. Я тоже. Я всегда нахожу этот период таким увлекательным. Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим? Хороший вопрос. Возможно, мы погрузимся в новую главу о древних цивилизациях. Это было бы интересно. Мне особенно интересно узнать больше об империях Месопотамии. То же самое и здесь. А после истории у нас есть урок естественных наук, верно? Совершенно верно. Интересно, какой захватывающий эксперимент приготовил для нас на этот раз наш учитель? Зная нашего учителя естественных наук, это, вероятно, вызовет некую взрывную реакцию. Это всегда самое интересное. Ха-ха, наверное, ты прав. Хотя я надеюсь, что мы снова случайно не включим пожарную сигнализацию. А боже, давайте попробуем избежать этого на этот раз. Не думаю, что мои уши полностью восстановились после последнего. Ха-ха, да, это был очень звонкий звук. Но знаете, чего я на самом деле жду? Что это такое? Перерыв. Мне не терпится выйти на улицу и поиграть с ребятами в мяч. Да. На этот раз я обязательно присоединюсь. Прошло слишком много времени с тех пор, как я хорошо играл в 4 квадрата. 4 квадрата, да. Вы в курсе. Мне придется взять с собой на корт свою игру. Урок 13. Проблемы с бюджетированием. Привет, Анна. Вы слышали о новом повышении цен на то мероприятие, на которое мы хотели пойти? Нет, какие новости? Я думала, что билет должен был стоить $20. Да, я только что проверила, и сейчас она подорожала до $25. Это немного выше, чем я ожидал. Ух ты, правда. $25 за билет.
Это настоящий скачок в цене. Расскажите мне об этом. Не уверен, что у меня на это хватит бюджета. Думаете, нам все равно стоит идти? Позвольте мне взглянуть на мои финансы. Я также надеялся сохранить его в районе $20 на человека. Да, я тоже. Я не хочу тратить слишком много денег на развлечения только на одно мероприятие. Понимаете? Совершенно верно. Может быть, мы могли бы посмотреть, есть ли скидки или предложения, которыми мы могли бы воспользоваться. Отличная идея. Я еще раз проверю веб-сайт мероприятия, чтобы узнать, есть ли варианты оплаты для студентов или для тех, кто заблаговременно зарегистрируется. Замечательно. А если мы не сможем найти способ немного сэкономить, возможно, нам придется переждать этот вариант, как бы я ни хотел. Да, я вас слышу. Как бы я этого не ждал, $25 сейчас для моего кошелька– это слишком много. Не шучу. Возможно, мы сможем найти себе занятие по более бюджетной цене. Определенно. Я открыт для предложений, если у вас есть идеи для веселого и доступного отдыха. Что ж, я подумаю и вернусь к вам. Уверен, мы что-нибудь придумаем. Звучит неплохо. Спасибо за понимание, Анна. Я ценю, что вы работали со мной над этим. Урок 14. Охота за продуктами. Доброе утро, Анна. Вы знаете, где в этом магазине находится продуктовый отдел? Привет, Джон. Кажется, это только что здесь. Следуйте за мной. Я это увидел, когда мы вошли. Отлично, спасибо. На этой неделе мне нужно купить свежие фрукты и овощи для салатов. То же самое и здесь. Я надеюсь найти выгодные предложения на авокадо и листовую зелень. Идеально подойдет авокадо. Я так хотела съесть хороший большой салат с большим количеством начинок. Я тоже. Интересно, есть ли у них в наличии спелые и доступные по цене авокадо? Давайте посмотрим. Оглянитесь по сторонам. Ах, вот раздел продуктов, как вы и сказали. Замечательно. Давайте посмотрим, что у них есть. Начинает просматривать полки. Эти помидоры выглядят очень красиво и сочно. Думаю, я возьму несколько таких. Отличный выбор. И привет. Посмотрите на эти сладкие перцы. Они в продаже. Отлично, я тоже куплю пару таких. Что еще мы должны добавить в корзину? Как насчет листовой зелени? Вижу, здесь есть свежий шпинат и капуста. Отлично. Они отлично подойдут для наших салатов. Давайте их тоже перейдем к ним. Похоже на план. Это будет действительно полезный для здоровья продуктовый магазин. Определенно. Мне не терпится вернуться домой и начать готовить все эти свежие ингредиенты. Урок 15. Настройки тренировок. Привет, Анна. У тебя есть минутка поговорить о наших тренировках? Доброе утро, Джон. Конечно, я рад обсудить это. О чем ты думаешь? Что ж, я подумываю о том, чтобы сменить режим кардиотренировок.
Мне немного надоело просто бегать на беговой дорожке. Я могу это понять. Заниматься одним и тем же изо дня в день может быть однообразно. А чем вы думали вместо этого? Я собирался попробовать покататься на велотренажере. Я слышал, что это отличная тренировка с низким уровнем нагрузки, которая воздействует на разные группы мышц. Отличная идея. Езда на велосипеде — отличный способ изменить ситуацию и бросить вызов своему телу по-новому. Именно так. Кроме того, мне легче стоять на коленях, чем бегать, что в последнее время меня немного беспокоит. Безусловно, снижение воздействия езды на велосипеде может быть очень полезным, особенно когда мы становимся немного старше. Определенно. Вы уже пробовали кататься на велосипеде. Что вы об этом думаете? Да, большую часть времени я предпочитаю ездить на велосипеде, а не бегать. Я считаю, что это отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений без особой нагрузки на суставы. Приятно знать. Думаю, тогда я попробую. Возможно, мы даже сможем провести несколько занятий вместе в тренажерном зале. Мне бы очень понравилось. Мы можем мотивировать друг друга и совмещать занятия велоспортом с другими тренировками. Похоже на план. Я позабочусь о том, чтобы приобрести абонемент на велосипедист в тренажерном зале, и мы сможем согласовать подходящее время. Отлично. Мне не терпится изменить наш распорядок дня. Разнообразие — это изюминка жизни, когда дело касается фитнеса. Не могу не согласиться с этим. Спасибо за беседу, Анна. Меня вдохновляет попробовать что-то новое. Урок 16. Проблема оскорбительных шуток. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Конечно, в чем дело? На днях я разговаривал с друзьями, и один из них рассказал российскую шутку. Мне было очень неловко. А, это прискорбно. Российские шутки неуместны, независимо от аудитории. Знаю, верно. Я попытался вежливо сказать ему, что мне это не показалось смешным, но он просто посмеялся над этим. Некоторые люди могут быть очень нечувствительны к подобным вещам. Шутки, нацеленные на расовую, гендерную или иную идентичность, вредны, даже если кассир ничего не хочет обидеть. Именно так. И дело не только в российских шутках. Я видел, как многие мои друзья шутят, используя нецензурную лексику или высмеивая уязвимые группы. Я прекрасно понимаю ваше беспокойство. Оскорбление или высмеивание личности людей недопустимы, даже если это просто шутка. Спасибо. Я рад, что вы чувствуете то же самое. Меня это беспокоило, но я не была уверена, что реагирую слишком остро. Совсем нет. Вы абсолютно правы, что вас это беспокоит. Нам всем следует внимательнее относиться к тому, какое влияние могут оказать наши слова, даже в шутку. Определенно. Я постараюсь открыто поговорить об этом со своими друзьями. Надеюсь, они поймут, откуда я родом. Отличный подход. Подходить к этому с пониманием и объяснять, почему подобные шутки вредны, обычно эффективнее, чем просто призывать их прекратить. Согласовано. Я лучше проведу вдумчивую дискуссию, чем просто закрою ее. Надеюсь, мы все научимся быть внимательнее.
Уверен, что если вы подойдете к делу правильно, они будут восприимчивы. Такие диалоги очень важны для популяризации инклюзивного юмора. Совершенно верно. Спасибо за совет, Анна. Теперь мне удобнее решать этот вопрос со своими друзьями. Урок 17. Преимущество восстановления после тренировки. Доброе утро, Анна. Я хотела кое-что спросить у тебя совета. Конечно, в чем дело? Что ж, я стараюсь тренироваться более регулярно, но после тренировок у меня очень болит. Понимаю. Какой программой восстановления вы занимались после тренировок? Честно говоря, я мало чем занимался. Когда я закончу, я просто падаю на диван. Ах, возможно, поэтому тебе так больно. Важно немного восстановиться после тренировки. В самом деле, какими вещами мне следует заниматься? Что ж, растяжка и скатывание пеной могут очень помочь при мышечной боли. И массаж тоже может быть отличным вариантом. Я слышал о прокатке пенопласта, но не знаю, как это сделать правильно. На самом деле все довольно просто. Вы просто используете поролоновый валик, чтобы надавить и вытянуть мышцы. Ладно, звучит не так уж сложно. Массаж звучит потрясающе, но у меня ограниченный бюджет. Это понятно. Даже легкая растяжка может иметь большое значение. И на YouTube есть множество отличных руководств по прокатке пенопласта. Отлично, попробую. Спасибо за совет, Анна. Я очень признателен. Конечно. Сообщите мне, помогают ли методы восстановления справиться с вашей болезненностью. Я с радостью дам любые другие советы. Сгодится. Мне не терпится попробовать это и посмотреть, поможет ли это мне чувствовать себя лучше после тренировок. Урок 18. Поиск идеальной цены. Скажи, Анна, я хотела спросить тебя о чем-то. Конечно, в чем дело? Я хотел купить новый ноутбук, но не знаю, как найти справедливую цену. Ах, понятно. Это, безусловно, может быть сложно. Каков ваш бюджет на ноутбук? Что ж, я надеялся сохранить его ниже $800, если это возможно. Как вы думаете, это разумная цель? В наши дни $800 кажутся неплохим бюджетом для ноутбука приличного качества. Позвольте мне спросить, какие функции вы ищете? Мне нужно что-то с хорошим процессором, оперативной памятью не менее 8 ГБ и твердотельным накопителем приличного размера для хранения. Хорошо, это дает мне лучшее представление о том, что искать. Проверяли ли вы какие-либо конкретные магазины или веб-сайты? Я искал информацию в интернете, но цены, похоже, немного отличаются. Это понятно. Цены действительно могут колебаться, особенно на ноутбуке. Не возражаете, я спрошу, за сколько вы его нашли? Что ж, я посмотрел понравившуюся мне модель примерно за $850, но я не уверен, что это справедливая сделка или нет. $850 за эти характеристики звучат неплохо, возможно, даже немного дешевле.
Я бы порекомендовал сравнить цены в нескольких розничных магазинах с хорошей репутацией, чтобы лучше понять рыночный курс. Понятно. Это очень полезный совет. Прежде чем принять решение, я сделаю еще несколько сравнительных покупок. Определенно. И не бойтесь немного договориться, особенно если вы найдете ту же модель за меньшие деньги в другом месте. Мне нравится, как это звучит. Мне придется попробовать это. Спасибо большое за советы, Анна. Урок 19. Приключения на свежем воздухе с Анной и Джоном. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ходил в походы? Знаете, я действительно обожаю ходить в походы. Это одно из моих любимых занятий на свежем воздухе. В самом деле, я давно хотела попробовать, но не знаю, с чего начать. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Абсолютно. Здесь так много отличных пешеходных троп. Вы когда-нибудь бывали в этом природном заповеднике недалеко от города? Нет, у меня нет. Каково там? Это великолепно. Есть несколько разных пешеходных маршрутов разного уровня сложности. Виды, открывающиеся с вершины главной тропы, захватывают дух. Звучит потрясающе. Мне бы очень хотелось это проверить. Когда вы сможете отправиться в поход вместе? Как насчет этих выходных? Мы могли бы взять с собой обед для пикника и посвятить этому день. Звучит отлично. Я определенно в деле. Должен ли я взять с собой что-то конкретное? Просто удобная обувь, вода и, возможно, легкая куртка на случай прохлады. И не забудьте фотоаппарат. Пейзаж слишком красив, чтобы его не запечатлеть. Понятно, я позабочусь о том, чтобы все было готово. Мне не терпится отправиться в свой первый настоящий поход с вами в качестве гида. Будет очень весело. Я с нетерпением жду этого. Пешие прогулки — отличный способ заняться спортом и насладиться природой. Совершенно верно. Кроме того, будет приятно провести день на свежем воздухе с вами. Спасибо, что пригласили меня. Конечно. Я рада поделиться одним из моих любимых занятий. Это будет круто. Потрясающе. Тогда увидимся в эти выходные. Урок 20. Страсть к путешествиям с Анной и Джоном. Доброе утро, Анна. Я слышала, что вы только что вернулись из поездки. Куда ты пошел? Ах, да. Я только что провела неделю в новом городе. Это было невероятно. В самом деле, в каком городе вы побывали? Я поехала в Париж. Это было в моем списке желаний уже много лет. И у меня наконец-то получилось. Париж, да. Наверное, это было потрясающе. Какая твоя любимая роль? Это непростая задача. Мне нравилось гулять по Сене и любоваться прекрасной архитектурой. И еда, конечно же, была просто божественной. Могу только представить. Париж — такой романтичный культурный город. Вы когда-нибудь осматривали достопримечательности? Абсолютно. Я обязательно побывал во всех знаменитых местах.
Эйфелевой башне, Лувре, соборе Парижской Богоматери. Это было захватывающее путешествие, но оно того стоило. Похоже на идеальный отпуск. Я всегда хотела побывать в Париже. Возможно, мы могли бы как-нибудь спланировать поездку туда вместе. Тебе обязательно стоит пойти. Я с удовольствием покажу вам все вокруг и поделюсь всеми моими любимыми местами. Это такой волшебный город. Это было бы потрясающе. Мне придется начать копить. Какими были для вас впечатления в целом? Это было просто невероятно. Идеальное сочетание истории, искусства и кухни. Я вернулась с таким вдохновением и расслаблением. Это круто. Я рада, что вы так прекрасно провели время. Вам не кажется, что путешествия так полезны для души? Совершенно верно. Это действительно расширяет ваш кругозор и открывает глаза на новые культуры. Не могу дождаться следующего приключения. Я тоже. Как думаешь, куда ты пойдешь дальше? Урок 21. Круиз-контроль с Анной и Джоном. Эй, Анна, я слышала, что вы только что вернулись из круиза. Как все прошло? Это было потрясающе. Я так замечательно провела время. Круиз был таким расслабляющим и захватывающим одновременно. Круиз, да. Похоже на отпуск мечты. Куда вы поплыли? Мы посетили несколько разных портов на Карибах. Это было похоже на тропическое приключение. Карибский бассейн, верно. Наверное, это было невероятно. Какие остановки были твоими любимыми? Сложно выбрать. Мне нравилось гулять по красочным улицам Касумеля, а пляжи на Арубе были просто потрясающими. Ух ты, Касумель и Аруба – это настоящий маршрут. Удалось ли вам совершить веселые экскурсии по побережью? Определенно. На Касумеле мы занялись снаркелингом и увидели самых невероятных морских обитателей. А на Арубе мы совершили экскурсию по острову и осмотрели все знаменитые достопримечательности. Звучит просто потрясающе. Я никогда раньше не бывал в круизе, но это определенно входит в мой список желаний. Тебе непременно стоит это сделать. Сочетание отдыха на корабле и изучения новых мест просто непревзойденно. Могу себе представить. А еда в круизе должно быть не от мира сего, верно? Боже мой, да. Варианты питания были просто невероятными. Я попробовал так много новых блюд и кухонь. Я проголодался от одной мысли об этом. Какое твое любимое блюдо? А, это непростая задача. Суши в специализированном ресторане были необычными. Но официальные ужины в главной столовой также были просто невероятными. Суши и изысканные ужины похожи на воплощение мечты. Мне определенно нужно забронировать круиз в ближайшее время. Урок 22. Согласование плана платежей. Привет, Анна. Мне нужно обсудить условия оплаты этого большого проекта, над которым мы работаем. Что скажешь? Доброе утро, Джон. Я только что пересматривал контракт, и условия оплаты кажутся немного неблагоприятными. На что вы надеялись? Что ж,
Я надеялся на более гибкий график платежей, возможно, с меньшими авансовыми расходами и небольшими платежами с течением времени. Это разумная просьба. Посмотрим, сможем ли мы договориться с клиентом о чем-нибудь лучшем. Что вы имели в виду? Я подумала, что, может быть, мы могли бы внести 30% аванса, а остальное – 3 равных ежемесячных платежа. Как вы думаете, на что пойдет клиент? Звучит как хороший компромисс. Предоплата в размере 30% покрывает первоначальные затраты, а трехмесячные платежи облегчают нам задачу. Именно так. И я уверен, что мы сможем выполнить отличную работу, поэтому клиент должен быть готов работать с нами над этим. Хорошие замечания. Наш послужной список и качество обслуживания должны вселять в них уверенность в том, что они согласятся на более выгодные условия. Совершенно верно. Должны ли мы составить предложение и отправить его клиенту? Я бы хотел решить эту проблему как можно скорее. Да, давайте сделаем это. Я соберу все детали и отправлю их сегодня. Надеюсь, они прислушаются к нашим предложениям. Идеальный. Я благодарю вас за то, что вы нашли время обсудить это вместе со мной. Полезно узнать ваше мнение. Конечно, мы рады помочь справиться с этим. Уверен, что мы сможем найти решение, которое подойдет нам обоим. Отлично. Расскажите мне, как обстоят дела с клиентом. Я с нетерпением жду ответа от них.